На прямой дороге в одном направлении движутся два мотоциклиста. Скорость первого 10 метров в секунду, скорость второго 20 метров в секунду. В начальный момент расстояние между ними 200 метров. Второй догоняет первого. Написать уравнение движения мотоциклистов в системе отсчета, связанного с Землей. Построить графики движения, определить место и время встречи. Условия задачи у нас: скорость первого мотоциклиста равна 10 метров в секунду, скорость второго мотоциклиста равна 20 метров в секунду. Расстояние между ними S равно 200 метров. Определить время и место встречи. Так у нас вот картина движения мотоциклистов. Скажем, от одного пункта до второго пункта. Первый мотоциклист проехал уже 200 метров. После этого только начинает движение второй мотоциклист. Обозначим этот V1, здесь V2. Понятно, что до времени встречи проедет первый мотоциклист какое-то расстояние, ну скажем S1 или S2. S1 мы обозначим, это расстояние будет S2. А второй мотоциклист проедет это расстояние и это расстояние. Первый мотоциклист начинает движение и проезжает вот это расстояние со скоростью V1 за какое-то время. Пишем, что S2 у нас будет равно V1 умножить на T. Причем, начиная с момента вот этого движения первого мотоциклиста, второй мотоциклист до этой точки встречи, он будет проезжать то же самое время T. Но его расстояние будет заключаться в двух этих расстояниях: 200 метров и S2. То есть можем написать так, что S1 это 200 метров плюс S2, вот это расстояние. Это проедет второй мотоциклист за то же самое время. T у них время одинаково. Что мы можем? S1 у нас известно, S2 неизвестно. Можно определить каким-то образом время их встречи. Давайте определим. Посмотрим, как мы можем с этого дела получить. Ну, давайте напишем, что общее расстояние вот это S1 равно S2, V2. Ставим сюда вместо S2 вот это значение с этого выражения. То есть S2 у нас известно, вот V1 умножить на T. И тогда в этом уравнении кажется, что неизвестно будет T. Итак, в это уравнение S1 подставляем значение S2. А S2 у нас плюс V1 умножить на T. И равно V2 умножить на T. Что можно сделать? Можно перенести вот это выражение в правую сторону, для того, чтобы с этой стороны можно было выделить. Отсюда будет S1 равно то, что осталось у нас с правой стороны, V2 на T минус V1 умножить на T. Теперь само напрашивается T вынести за скобки. Отсюда S1 будет равно T умножится на V2 минус V1. Можем определить отсюда время T. T равно S1, что делится на V2 минус V1. Это время движения первого мотоциклиста этой точки до места встречи. Естественно, это движение второго мотоциклиста полностью от начала этого расстояния до вот этой точки. T у нас есть. Отсюда T можно найти, сразу подставив сюда эти значения. Давайте подставим. T будет равно S1 это 200 метров числители, V2 минус V1. Посмотрите, они оба имеют одинаковую размерность, поэтому размерность мы можем вынести за скобки, как обычную дробь. С 20 минус 10 метров за секунду. Получаем 200 метров, что делится на 10 метров за секунду. Теперь с этими размерностями поступаем как с обычными дробями. S переходит сюда, а M, понятное дело, потом сократить. Смотрите, 200 метров на секунду, деленное на 10 просто метров. Метры сократилось у нас, десятка сократилась. Мы получили, что до времени встречи мы получаем 20 секунд. 20 секунд. То есть за это время этот мотоциклист проедет одно расстояние, этот мотоциклист за 20 секунд его догонит. Первое уравнение, которое мы можем написать, это для первого мотоциклиста. Первый мотоциклист будет иметь вот такое значение. S или X. S можно написать. Будет равно 200. Прибавить его скорость 10 V1 умножить на T. Это будет для первого мотоциклиста уравнение движения. А для второго мотоциклиста будет движение вот такое. Просто V2 умножить на T. Теперь мы построим график этого движения. Да, кстати, точку встречи еще не посчитали. Точка встречи можно посчитать и по второму мотоциклисту, по первому мотоциклисту, где они встретятся. Каким образом? У нас есть 200 метров плюс скорость первого мотоциклиста 10 метров в секунду умножить на 20 секунд. То есть S2 у нас получается, вот в данном случае, вот это S2 будет равно 200 метров. Напишем так. Тут мы не совсем удобно написали. Надо было написать движение. S1 какой-то штрих и S2 штрих. Вот так, два штриха. Значит, S2 у нас будет равно вот с этого выражения V1 умножить на T. T у нас есть время 20 секунд. Итого мы получаем V1 скорость 10 метров в секунду умножим на 20 секунд. Секунды сокращаются, мы получаем 200 метров. И это 200 метров, и это 200 метров. Значит, точка встречи у нас будет равна сумме. 200 метров плюс 200 метров будет точка встречи 400 метров. Напишем точка встречи
400 метров от начала движения. Итак, давайте построим график посредством движения самих этих мотоциклистов. Это время у нас t. Пусть это будет 10 секунд, это будет 20 секунд. Это у нас будет 200 метров, расстояние в метрах, это будет 400 метров. Итак, второй мотоциклист у нас проезжает за 20 секунд 400 метров. Можем сразу так вот определить. Вот он начинает движение. Можем написать, что это расстояние S. S равно V2 умножить на T и равно 20T. S1 будет начинаться движение с 200 метров. Он уже проехал 200 метров. И вот такое. Вот движение первое. S1 будет равно 200 прибавить 10T. Вот графики движения двух мотоциклистов. Первый мотоциклист начал свое движение где-то раньше. Он ехал до момента начала нашего отсчета, где мы начали отсчет с точки 0 времени. Он до этого времени где-то проехал 200 метров. И уже с нашего отсчета с точки 0 он проехал вот по такому графику.